Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим ребрышки в духовке. Это простой и очень вкусный рецепт. Пустые тарелки родных и близких – это будет самая приятная благодарность. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим яблочное пюре. Берем одно большое вымытое яблоко и прокалываем в нем отверстие с помощью зубочистки. Яблоко кладем в миску и ставим в микроволновку на максимальную мощность на 5 минут. Яблоко запеклось, даем остыть. Вырезаем серединку с семенами, а мякоть снимаем ложкой с кожуры. Если яблоко попалось твердых сортов, как и у меня, то его еще желательно пюрировать блендером или перетереть через сито. Также яблоко можно натереть на мелкой терке. К приготовленному яблочному пюре выдавливаем сок половины лимона. Это примерно 2-3 столовые ложки лимонного сока. Сюда же кладем 100 г томатного соуса или кетчупа. Насыпаем пол чайной ложки молотой корицы, 1 чайную ложку сладкой красной молотой паприки, пол чайной ложки черного молотого перца. Наливаем 3 столовые ложки соевого соуса и кладем 1 столовую ложку меда. Сюда же выдавливаем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Все перемешиваем. 1 кг свиных ребрышек нарезаем на кусочки. Ребрышки кладем в миску. К ним добавляем приготовленный маринад. Все хорошо перемешиваем. Ребрышки накрываем крышкой и оставляем мариноваться минимум на 1 час в холодильнике, а лучше больше, я оставила на ночь. Форму для выпечки немного смазываем растительным или сливочным маслом. Выкладываем в один слой уже замаринованные ребрышки. Форму накрываем фольгой. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов, запекаем примерно 50 минут. Спустя 50 минут снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут. Готовые ребрышки подаем на стол в горячем виде. Ребрышки в маринаде получились очень вкусными, ароматными и аппетитными. В них прекрасно сочетается нежное мясо с приятным кисло-сладким маринадом. Готовятся они просто и получаются всегда отменными. Такие ребрышки отлично подходят к картошке, макаронам или каше. Если вам понравился рецепт таких ребрышек, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.